Рабочий стол – это то место, за которым мы должны быть максимально сосредоточенными. Для этого очень важно, чтобы нам ничего не мешало, и в то же время все самое нужное было всегда под рукой. И сегодня я хочу вас вдохновить на организацию своего рабочего места. Поехали! Это рабочий стол моей дочки-старшеклассницы. И получив, конечно же, разрешение, я вам сейчас покажу, как у нее здесь все организовано. Сначала пройдемся по выдвижным ящикам. Здесь организована мелочевка очень простым способом, с помощью кухонных органайзеров для столовых принадлежностей. Поскольку ящик глубокий, для того, чтобы использовать всю его высоту, здесь установлено два таких органайзера. И, честно говоря, поместился бы и третий, но, во-первых, в этом нет необходимости, а во-вторых, это уже было бы неудобно. Внизу лежит то, что используется реже, какие-то запасные расходные материалы, а наверху то, что нужно почаще. Чтобы верхняя часть не проваливалась в нижнюю, нужно ставить их валетом. Похожий способ я вам как-то уже показывала в одном из видео. Можно наклеить коробочки на лист ДВП или какую-то дощечку и также складывать предметы в два этажа. В этом ящике яркий и наглядный пример вертикального хранения. Здесь точно так же все просто и в то же время удобно. Каждый предмет на виду, как на ладони. Каждый можно взять, не переворачивая все остальное. Не надо долго копаться, добывать эти вещи. Можно с легкостью найти и взять то, что нужно, и потом точно так же легко вернуть в свою ячейку. Ну или даже если не в свою, все равно потом очень легко можно будет это все найти. Здесь используются вот такие коробочки с разделителями. Очень удобно то, что можно их полностью вытащить, попользоваться содержимым и вернуть на место. Это удобно также и для косметики. В нижнем ящике собраны запасные тетради, папки, файлы, бумага для принтера. В общем, расходные материалы, которые не обязательно старательно организовывать. Такие вещи было бы удобно поставить вертикально, чтобы облегчить к ним доступ, но этот ящик недостаточно для этого глубокий. И если вы еще только выбираете рабочий стол или полки, то обратите внимание на то, помещается ли хотя бы в один из ящиков вертикально формат А4. Потому что этот формат встречается часто. Бумага, папки, тетради, книги. И не всегда их можно разместить вертикально. А стопкой хранить вещи в ящике очень неудобно. И та же история с полками. Вот здесь симпатичные, крепкие, металлические или пластиковые держатели для бумаг не помещались. Поэтому пришлось взять не самые долговечные, картонные, обрезать их и немножко облагородить. Потом, когда начнется учеба и станет ясно, что здесь будет находиться, можно будет это все подписать для удобства, может быть, добавить еще несколько штук, но это уже будет видно в процессе. А в целом такие подставки очень удобные, в них все сгруппировано, ничего не падает, не перемешивается и выглядит все намного аккуратнее. Здесь тоже такое временное решение, пока идет активная подготовка к экзаменам, чтобы не хранить эти книги одной большой стопкой. Я когда-то делала в одном из видео органайзер из коробок от пиццы. И вот сюда-то его и приспособила моя дочка. Если вам нужна более детальная информация о том, как его сделать, то ссылку на этот ролик с мастер-классом вы найдете в описании под видео. Над рабочим столом пробковая доска для всяких напоминаний. Вот здесь слова, которые нужно запомнить. Кстати, это действительно работает, я уже их и сама выучила, пока снимала это видео. В общем, очень удобно такую штуку иметь всегда перед глазами. И еще можно на эти кнопочки что-нибудь подвесить.
Листочки для заметок всегда наготове, рядышком с доской. Чтобы по максимуму освободить стол, стаканчики для канцелярии подвешены на крючки с помощью канцелярских зажимов. Здесь только самые часто используемые вещи первой необходимости, которые всегда удобно иметь под рукой. Также, чтобы разгрузить стол, клавиатура находится на выдвижной полке, а принтер живет на подоконнике, потому что используется очень редко, а места занимает очень много. Здесь обычно заряжается электронная книга или еще какие-нибудь гаджеты. А чтобы провод от зарядки не падал за стол, он закреплен с помощью специального держателя. На краю стола такой вот крючок, на который можно подвесить рюкзак, чтобы он не валялся на полу, или взять его с собой при необходимости. Под столом только компьютер и мусорник, никаких проводов под ногами. Покажу поближе, как тут все организовано, чтобы ничего не мешало, потому что куча болтающихся шнуров – это действительно большая проблема. Здесь они все закреплены за столом и под столом с помощью крючков, специальных держателей и там, где это необходимо, связаны нейлоновыми стяжками. Все это держится на липком слое, и в любой момент можно что-то изменить. С лицевой стороны выглядит все очень аккуратно, и если не заглядывать специально под стол, то вообще не видно, где все эти провода. Для того, чтобы определить, какой шнур от чего, быстро и точно, а не методом тыка, здесь все подписано. Это очень облегчает жизнь. Сетевой фильтр с выключателем приклеен под крышкой стола, и в него входят штекеры от компьютера, монитора, колонок и зарядных устройств. При необходимости, чтобы не вытаскивать это все из розетки поштучно, можно одной кнопкой на удлинителе все сразу выключить. Крепится он на двустороннюю ленту-липучку. Ссылки на все эти крючки, липучки и держатели я оставлю в описании под видео. Но почти все это можно найти в строительном супермаркете. В прошлом году я выпускала видео про организацию другого рабочего стола для школьника. Если вы его не видели, приглашаю вас посмотреть, возможно, там вы найдете для себя что-то полезное. Для этого переходите по конечной заставке или по ссылке, которую я оставлю в описании под видео. Все, желаю вам успехов в работе или учебе. Спасибо за внимание. До встречи!